Всем привет, ребята! Сегодня пятница, развратница. Сегодня у нас 11 апреля. Время 21:36. И самое время, даже поздно уже, выйти на ночную охоту. Кто со мной? Пожалуйста, присоединяйтесь, пишите в чат. Будем делиться впечатлениями, картинками, заработками. Вот. Я сегодня работаю на машине Evolute i-Pro. Это электричка. Вот, как есть. Вот, очень дешевая электричка. Итак, значит, план сегодня такой. Выехать, поработать в центр. Вот, поработать, скорее всего, до Талова. Скорее всего, буду просто работать. Ну, учитывая, сколько сейчас время, мне кажется, там до 12, до часу следующего дня получится работать. То есть до 13, до 14 следующего дня. Ну, время-то вот какое уже, сколько. Вот. Машину привел в надлежащий вид, помыл окошки, помыл зеркала. Что самое главное, да? Чтобы вид у нас был не скованный и прозрачный. И скоро выходим на охоту. Итак, пробежимся по исходным данным. Значит, у меня сегодня 87 баллов. Есть вариант еще дополнительно получить на мойке и на автопокупке ОСАГО. Отпадает. Пока не буду. Пропущенные заказы 15 из 15. Заправочка еще действует 5,5 часов. Самозанятый 10 баллов. Год выпуска 14 баллов, то есть 2024 года машина. Есть детское кресло, поэтому тариф детский не отключаю, но не люблю его возить. Одни проблемы. Единственное, что если в аэропорт, то да, оно выручает, оно выгодно. Брендинг есть, платина, рейтинг 4.95 и эксперт. Значит, вот эти два заказа на 1700 это сегодняшние ночные, после которых я уехал на зарядку и домой спать. И так в итоге и не вышел больше. Вот, хотел, думал, выйти там с утра, но что-то не вышел. Значит, рейтинг у меня 5, платина. Оплата, к сожалению, наличными и картой. Кстати, есть лайфхак, есть секрет, который, если надо, пишите в чат, могу рассказать, как сделать опять, чтобы у вас были только заказы по карте. Пишите, если это вам нужно, а я знаю, это нужно. Пишите, и сделаю отдельный ролик, чтобы показать, как это делается. Без махинаций, без всякого черного там, как говорится, хакерства, без каких-то лишних манипуляций. Но это делается. Это первый секретик, который могу рассказать в отдельном ролике. И второй секретик, это как действует яндексовская система теневого бана, если вы уходите с линии. Есть гарантированный вариант, что вы будете работать как и раньше, то есть аннулируя вот эту систему яндексовского бана. Просто надо знать, как она действует. И это, если вам надо, я тоже сделаю отдельный ролик и покажу на примере, как правильно работать с этой новой системой Яндекса. Главное, чтобы он не узнал об этом. Итак, опции для тарифа у нас есть детские кресла, есть перевозка животных, есть заказы на время. А остальное отключено. Сноуборд, велики отключены, потому что задние сиденья у меня не опускаются вниз. Все, отпадает. А иначе я бы их, естественно, включал бы тоже.
Значит, план такой. Мы находимся в замкаде, и нам надо сейчас выпрыгнуть из этого замкаде и оказаться как можно ближе к центру города. Как мы это будем делать? Мы врубаем доход, эффективный режим дохода. Это надо для того, чтобы не потерять лишние процентики на выходе из этого района. И делаем режим, включаем режим домой. Точка у меня домой стоит центр. Чего я вам советую? Домой не надо пользоваться, чтобы домой это вы до дома доехали. Не особо выгодно. Выгоднее из елей возвращаться бесплатно ближе к центру. Поэтому точка центра, точка домой лучше, чтобы находилась где-то в центре. Вот, ну, мое мнение. Поэтому через 3 тарифа у меня включено, налево. и мы ждем заказик. Ждем заказик. Вот. Ну зачем его ждать? Мы можем потихонечку тогда и выдвигаться. Так. Ну и что мы и сделаем? Потихонечку будем выбираться. Так. Сейчас я обмозгую, как нам лучше отсюда выбраться. Ну да, лучше, наверное, вот так вот. Поехать здесь. Маршрут перестроен. Поверните налево, а затем через 100 метров поверните налево. Так, обнуляем. Маршрут перестроен. Километраж. Поверните Я налево, зарядился. а затем Ну, через правда, от зарядки 100 уже метров 20 поверните километров налево. проехал до дома. Тем не менее, 417 у меня по показаниям приборной панели запаса хода. Ну, это, естественно, там 417 не хватит. Вот. Ну, тем не менее. Выбираемся из елей. Поверните налево. Так, пока выбираемся, сейчас я включу габаритики, кое-что надо запустить. Так, Chrome мне надо запустить. Так, в месте, где я сейчас нахожусь, коэффициент по коротышу где-то 1,7 будет. Ну, соответственно, если длинный, то он будет меньше. Тем не менее, не сказать, что большой коэффициент, но тем не менее, вот какой есть. Так, выбираемся отсюда. Я думаю, многие замечали, что заказы лучше идут, когда мы движемся. Вот когда хоть медленно, хоть быстро движемся, заказы идут лучше. Маршрут это раз. Перестроен. Ну, некий совет. Через 50 метров Второй совет поверните дал налево. мой знакомый, хороший Аркадий, привет. Поверните налево. По поводу того, что из дворов лучше сразу выезжать. Потому что, ну, по наблюдениям, это нельзя доказать, но по наблюдениям, Яндекс хуже или вообще практически не дает заказы, если мы находимся внутри дворовой территории, и у нас, ну, как косвенный показатель, что мы находимся внутри дворовой территории, где у нас вот эта вот зеленая полоска маршрута становится серой. Вот если серая, все, вы находитесь в зоне дворов, и, как правило, Яндекс игнорирует вот вас. То есть старайтесь из дворов все-таки выехать. Через 300 метров какую-то, держитесь ну, левой там, полосы. хотя бы дорогу, вероятно, уже, мобильная там, засада. ждать, Ограничение 60. заказ. Будьте внимательны. Так, Рядом ну, школа. Смотрите, сейчас в сторону центра получить заказ прям с МКАДе, ну, не знаю. Не очень-то много вариантов
зачем народу сейчас ехать в центр? Да, гулять, согласен. Но сколько таких гуляк налево. едет, как правило, там либо после работы задерживаются, да, после прям работы, задерживаются сразу в центре и едут уже гулять. Ну, либо не так уж много людей ездит, вот прям приехали домой, да, там разделись, переоделись, отдохнули, и потом бац, 10 часов, и они, не, поехали мы отдыхать в центр. Не, ну, мало вариантов. Поэтому не очень хорошая у меня локация для старта. Тем не менее, мы же все равно тут стартанули, поэтому надо отсюда выбираться. И вот обычно, если вечером, я выбираюсь так. То есть первые 2 заказика, один это если очень повезет, но, как правило, первые 2 заказика это заказы, чтобы выпрыгнуть из района, где бы вы ни находились, выпрыгнуть в лучшую локацию. Так, переключим камеру. Через 500 метров круговое движение. Первый съезд. Пока заказов 0. Пока ничего такого не клюет. Круговое движение. Первый съезд. Поверните налево. Вообще были мысли, что не покатать Камера на 80. сегодня в центре только комфорт. Исключительно комфорт. Вот, мысли такие пришли. В целом обосновываю их таким образом. Значит, во-первых, это центр. Там уже, грубо говоря, спрос. Ну вот смотрите. Дмитровское шоссе. Берем. Правда, куда ехать, непонятно. 1 километр 500 метров. Сейчас посмотрим. Ну, то есть мы не знаем пока, куда ехать. Вот. Но тем не менее, какой-то типа по пути заказ взяли. Докуда он будет, это еще вопрос. Контроль разметки. Ограничение 80. Итак, продолжу. Значит, какая логика, чтобы, например, попробовать катать в центре исключительно комфортно? Во-первых, это центр. В центре всегда спрос на более высокие тарифы, нежели на окраинах. Как бы с этим никто не спорит, что в центре более повышенный спрос на количество. Камера на 80. Да, и на Через 600 метров. Держитесь правых Хотя пауз. нет, на коэффициент это спорно, а на количество это точно. Больший спрос на повышенный там тариф. Вот. Ну, грубо говоря, на бизнес вы можете на окраине, что знает сколько торчать, а в центре, ну да, можете получить все-таки хоть какой-то, но заказ. Вот. То же самое К+, то же самое К. Повышенные тарифы. Держитесь правых пауз. Лучше ловить вот, в центре.
Во-вторых, это ночь. Ну, кто-то Через хочет 300 повыпендриваться, метров да, там держитесь всё-таки, правой да, полосы, а пьяный, затем ну, поверните переходит направо. ночь и особенно пятница. То есть, ну, хочешь не хочешь, там на какие все-таки повышенные тоже переходят. Два аргумента. Поверните направо. Ну, 3 аргумент цена. Хотя цена, значит, если в эту цену мы будем закладывать Через 200 налог, метров поверните будем налево. Во двор, закладывать а затем комиссию поверните налево. Яндекса, то есть вычитать Будьте комиссию внимательны. Яндекса, Рядом школа. то сравнивать эконом и комфорт, несмотря на то, что Поверните комфорт налево. чуть Во двор, подороже, а затем поверните налево. по факту вот практически нету никакой разницы между комфортом и экономом. То есть на руки вы получите приблизительно столько же. Вот. И Через 200 метров поверните если направо, а затем два тарифа, поверните налево. например, катать, то у вас разрыв между следующим заказом будет меньше. Поэтому иногда эконом, ну даже, можно сказать, больше вам денег принесет, нежели просто катаете комфорт. Потом, какой еще аргумент вот по ночному, что попробовать Поверните покатать направо, а затем исключительно поверните налево. комфорт? Это то, что там, ну, лучше пассажиры, как ни крути, ну, лучше они. В экономии больше шансов, что попадете на марамой какого-то там пьяного, бухающего, вот, вонючего, конфликтного, экономного, который там До конца что-то маршрута ждал, осталось когда 100 цена упадет, или как-то хитрил. Вот, поэтому так, отметимся на месте. Поэтому вот комфорт, ну, поинтересней возить. Алиса! Алиса! Москва! Башиловская улица, 3К1. Поехали! Вы приехали. Кто знает, где Башиловская улица? Я вот пока не знаю. Башиловская, Балашиховская, Башиловская. Вообще, что-то вот даже в голову ничего не лезет. Где же она находится-то? Ну-ка, гляну-ка я. Так. Ох, ё-моё. Так. Ага. Ха-ха, интересно, даже не знал. То есть это в районе Совка, получается, Савеловского вокзала.
Здравствуйте. Извините, что не отряхнул, потому что тот чувак очень нервный. Да. Прямо. Прямо можем, да? Все отлично. Эй, Валюш, что такая за машина? Ну, это электричка. А, это электричка? Ага. 25 минут. Добро пожаловать. Не забудьте пристегнуть ремни безопасности. И как Даже часто на заднем заезжаете? сидении. Удобно? Ну, минимум раз за смену. Это если, например, зимой, то такая сокращенная, можно сказать, смена. Ну, там 10 часов. Вот по такой А вот погоде. сколько сидите на зарядке? Летом 40 минут, по такой погоде час. Если морозы, час 30. Охренеть. И просто так сидите, курить вам могут, да? Ну, я сплю. Ну, то да. Время терять, конечно, нельзя. Поверните направо. Ну, как бы, сон, наверное, самое. Вы же вышли на маршрут зарабатывать, а не сидеть спать. Ну да. У меня вот до последнего момента тоже была идея в такси податься. Но сегодня вроде как предложили хорошую должность. Вот это хорошо. Тут Я понимаю, что всё-таки у вас такое. переработки будут. Вот я А понимаю, так, что у вас должность, это нормально. Так. Ну что там он? А ему можно вправо рвануть, поехали. Если он, конечно, не этот. У него сомневание? Если он не джигит, конечно. Все, едет назад. Бедные водители такси в этом районе. Если он на машине, я вообще сам никогда не заезжаю. Это ужас какой-то. Не, ну есть районы еще Это как хуже. Тут еще нормально. Тут, ну, есть варианты. Куда? По дворам, по этой дороге там. И варианты когда еду есть. домой на такси и понимаю, что здесь жопа. Я говорю, молодчик, остановить меня здесь. Он говорит, как я вам благодарен. А вот наглый вопрос, есть ли у вас действительно отделение? Powerbank? Через 200 Провод? метров поверните направо. Есть. Так, вам какой? У меня вот такой. Сейчас, секундочку. А, вообще у вас даже кабель есть. Да-да, вот тут внизу дырочки USB-шные. Видишь, Туда не подсвечивается. втыкаете. А где там дырочки? Внизу? Там внизу? Да, вот где-то вот я их пальцами трогаю. Вот тут внизу. Поверните направо. Блин, как все удобно для человека сделано. Есть такое. Все мучаются. Что значит Китай? Самое удобное вам будет подсветить Через телефон 200 фонариком. метров поверните направо. На дублер. Подсветка не хватает на это. Поверните направо. На дублер. Получается? Да. Видимо, не единственным клиентом ставят мне это. Давайте я попробую. Я вставил. А. Все, зарядка пошла. Все, и еду. Конечно, конечно, обязательно. Ага. Слушай, я думаю, наверное, много не надо. Я думаю, где мы сейчас? Давай. Мне одному? А. Подожди, а ты что, со мной не выпьешь водочку, что ли? А, ну все, давай, там 0,7 берем. Не, ну давай 0,7, чтобы как бы не быть нахальником. Ну какой? Русский стандарт. Да, давай сейчас. Давай тебе сейчас. И что-нибудь закусить еще. Слушай, ну давай сам что-нибудь. Давай нарезочки возьми. Блин, надо было что-то с собой
Ограничение 80. Ну, честно. Нестабильно, соответственно. Бывают кайфовые вечерки? А? Бывает хорошие? Ну, конечно, бывает. Вот ночью в целом А долбоёбы? лучше гораздо, больше положительных эмоций. Днем, А долбоёбов? ну, бывают, но это как бы и на работе вам может попасться Контроль, такой же. И разметка. начальник, и Ограничение 80. подчиненный. Я вот сегодня устроился первый раз, хозяин женщина. Я сегодня к ней зашел, там у нее дворец съезда. Смотрели полицейские с Рублевки? Да. Вот у нее то же самое, только Путин Впереди висит. камера на разметку. Контроль разметки. Я Ограничение охренел. И 60. женщина такая Направлено в сидит, спину. холёная, блин. Я думаю, а как же с бабами так решать вопросы-то? И потом сотрудникам говорю, я говорю, как женщина решает свой вопрос? Он говорит, великолепно. Она умнее 7 мужиков вместе взятых. Я говорю, ну это очень радует. Впереди камера на полосе. Контроль разметки. Ограничение 60. Направлено в спину. И то есть вы говорите, что удобно, да, работать в такси Впереди на... камера на разметку. Ну, Ну, честно, по чесноку. Или от геморрой решить. Контроль всех правил. Щас. Ограничение 60. скажу, есть откровенные плюсы, например, если вы, ну так, сам по себе работящий. А она заряжается от розетки дома? Дома Камера тоже на заряжается. полосе. Да, если у вас там 60. коттедж, там, пожалуйста, заряжайте дома. Тогда вообще слов нет. А вот, допустим, если приезжаешь в такой муравейник, как у меня, а где же там заряжать? Там никак, ну, точнее, там А платно. это только. Москва. Это Москва, между прочим. Да, но там никак, там только платно. Там есть зарядки Ну, в Долгопрудном, и вот я не знаю, в вашем районе есть, нет? Не видел. А внутри вот МКАДа тут полно зарядок, соответственно, И все бесплатно. знать надо время, когда они свободны. А как Потому- вы узнаете, что место, что они свободное время? Ну, время просто вот где-то с Камера на 4, полосе. даже с 3, Ограничение с 4, 60. С утра с приезжают, 16. заряжаются, да? с 16 камера на до где-то 20, Впереди как камера правило, на с работы, вот кто ездит там на Теслах, на И сколько прочее, они экономит? заряжают. Подсчитывали уже? А? Я говорю, наверняка же подсчитывали вы экономию. Ну, зарядка бесплатная. Нет, зарядка бесплатная, а вот именно с бензином наверняка рассчитывали. Ну, конечно, Может. вот на бензин, например, в день у меня бы уходило, ну, по такой работе ночью, Впереди где-то камера контроля 2,5-3 перекрестка. тысячи. Мгм. Вот это получается бесплатно. Поэтому Бесплатно. Ну, вот час я час без работы. трачу, но я в час 3000 не заработаю. Да, тоже верно, согласен. Вот, то Но есть... опять же, долбоебом сидеть час это тоже тяжело. Если вы в ночь работаете, то да, можно поспать. А так вот днем приехала, она села, и час сидит, она заряется. Правильно? Тоже можно поспать, ну, Я- в районе обеда. Я в тот раз чувака видел, он заряжался, как бы не соврать, где же я его видел-то? Я гулял, ходил где-то в центре. Я круг сделал, второй круг сделал, а он сидит, спит и заряжается. Это прошло часа полтора. Ну, Это байт у него какой-то был. да, бит, да, есть такие. Ну да, 1,5 часа, это вот где-то по такой холодной погоде, да, где-то норма. Вот Ну, если я считаю, что частный участок, и ты приезжаешь, заряжаешь за свой счет, а потом где-нибудь там заряжаешь, но все равно экономно. Контроль всех А вот так правил. сидеть, ждать, Ограничение 60. тяжело. Направлено в спину. согласен, это самый большой минус пока, заряжать. Поэтому вот сейчас летний сезон Впереди камера на приходит. полосе. Летом прекрасно, 40 минут буду Нет, заряжать. я просто себе думаю тоже взять электричку. Но у меня иногда маршруты бывает 400 километров до зарядки. Ага. До Контроль зарядки всех деревни. правил. Ограничение И она 60. потерпит для Направлено в зарядки. спину. Вот еще вопрос. Ну а чё ж, там чё, ток другой. В деревне тоже можно зарядить, но... В деревне может отец выебать лопатой и сказать, что ты электроэнергия. Впереди камера контроля Просто перекрестка. будете заряжать, грубо говоря, всю ночь. Ну, если Вот на именно. ночь поставите, там же другие токи, другие... Конечно, согласен, да, я это понимаю.
вот, если летом на 400 километров ее хватает, спокойно, да? вот это, да. То есть вы за город берете прямо спокойно заказываете? Не, 400 это вот идеальное такое стечение обстоятельств. То есть много пробок, например. То есть вот на 400 хватит. Как вы думаете, какая? Ну, по такой погоде 320, я думаю, хватит мне. Алло. Теперь, не, ну если просто есть водопад, то выйдет, а если нет, то возьмем. Хорошо. Обычно. Ну я точно не помешаю. Ну так и думал, давай. Ага. Ну хорошо. Я везу моему другу подарочек. Это твои собаки. Давай. У друга собака, овчарка немецкая. Я когда с ней первый раз знакомился, я думал, что он меня сожрет. А потом раз, я говорю, я тебе лося привезу, а я просто охотник. Вот сейчас я его запомнил, везу и согласен. Да. А они ведь немецкие преданные хозяину. Умные, преданные. Он ее завел ее отец у него умер, и она осталась с ним. Я говорю, ну а почему ты не ездишь там, не путешествуешь? Он говорит, да как так? Как я его оставлю? Я говорю, а куда-нибудь сдать там приют, там в Москве много. Это сразу означает для него смерть. Ну, Он кстати, лежит, когда хозяев нет, и все. И не шевелится, не ест, не пьет ничего. Я говорю, вот какие преданные собаки. Люди говно, а собаки самые преданные. да, да, собаки, да. Вот у меня тоже был немец, ну такой, ну немец, да, можно сказать. То есть там, может, какая-то Камера на подмесь и полосу. была, Ограничение ну немец 60. огромный, там голова как две моих там такая. Впереди камера Вот на преданный. Да. полосу. Впереди камера на разметку. У меня была лайка. Ну, правда, мне было лет 8-9, наверное, когда не забуду. А отец у меня охотник, а я только начинал. И я приехал к ним утром. И говорю, мужики, а что вы такие все злые? Они говорят, мы построили шалаш общий, а вот твоя сука, вот эта собака была, белка ее звали. Она никого к отцу не подпустила, он ушел первым спать. Алло. А что, есть? Да возьми Марю просто. А я ни один, ни тот, ни другой не пробовал. Давай вишневый. Я просто сегодня тут сходил. Давай. Контроль всех правил. И вот эта Ограничение собака, когда 60. ребята шли в шалаш, Направлено в Впереди спину. камера контроля никого к отцу не перекрестка. пускала. Вот такая преданная была. А если не катался на велосипеде, если за мной гоняет, ну, в деревне, конечно, я же крестный. В деревне гоняла собаку за мной, когда я еду на велосипеде, она прям рвала ее всех. Вот такая верная псина была. А на охоте, когда выскочил кабан сикач, и на отца, она на него набросилась, он ее разорвал, прям все было приятно. И не удалось спасти, больница не взглянула. Это самая преданная собака была в моей семье. Да. Ну и умные они тоже. Вот, Лайки и овчарки, самые умные собаки. да, вот овчарки, да. Если Камера хочешь, на для того, полосу. чтобы дети Ограничение порадовались, 60. или там, знаешь, сам душу порадовал, это можно привести от шпиц. Да, это таких мелочь, да. И то шпиц, он там будет лаять все время, лает. Но опять же, когда ты увидишь большую собаку, ты за нее будешь заступаться, она не за тебя. Раз как-то был на мойке, чувак приехал на огромном белом джипе Мерседесе. И у него белая такая собачка, шпиц. И она там, он ее поднял на руки, так взял и пошел расплачиваться. Слушайте, а едет там на неплохо, да? Не,
Не, динамика лучше гораздо бензиновых, то есть у Даже нее лучше, да? старт очень хороший, то есть на светофоре я в целом, наверное, любую сделаю машину. То есть именно старт прекрасный. Вот. Лошадок, кстати, тут немного. Извините, не знаю, как его зовут. Денис. Денис. Извините, мне Сергей. А вы не подскажете, а как она на вторичке продается? На вторичке? Ну, где-то за 1,5, мне кажется, можно купить. Не, я имею в виду, если ты купил 4, а сколько ты купил? Ну, нет, я не знаю. Знаю, что на них Камера спрос на 60. большой. Просто так найти сложно. Почему? Потому что, ну, для таксопарков это подарок, потому что они аховые деньги экономят на обслуживании. Да, согласен. Тут нечему ломаться. Согласен. Коробки Колодки, передач колодки нету. Колодки, кстати, вот я сейчас торможу рекуперации, то есть колодки не участвуют в торможении. Ну, с зарядом обратно. Вот, Да смотрите. что? Да, вот я еду, вот педаль газа скидываю, вот она сама заряжается. То есть колодки 100 тысяч минимум ходят. Да, они, более того, они ржавеют, потому что я их не использую. Вот у меня сейчас просто Впереди товарищ, камера на владелец полосе. Арманда здесь недалеко. Впереди камера на разметку. Вы знаете, Арман сидит. Через 600 метров Вот он держитесь взял левых полос. Джили Манджаро Ага. за 4,050. Сейчас продает за 3,850. Почему продает? Жена разводится. Ага. Я говорю, Василий, ну что-то мне кажется, ты за такую сумму и не продашь. Он говорит, продам легко. Я говорю, ну посмотрим. Мгм. Ну а как вы думаете, на китайцы на вторичном рынке пользуются спросом? Нет, хуже. Хуже, безусловно, хуже. Это не немец все-таки. Спрос немец- будет. Держитесь немец у меня левых первый. полос. У меня сейчас Шкода Октавия. Ну, До Шкода этого- будет всегда. До Да. этого были первая Лада Нашка, потом Mazda 6, потом X-Trail, потом Nissan Tiana и потом Honda CR-V. Если сравнивать по динамике, вы не представляете. Это вот японский отстой по сравнению с минимальным немцем. Мгм. Немец самый дешевый, ну, блин, какая динамика. Ну, зато, вот, допустим, вопрос стоит, поехали в Астрахань на отдых. Скажу нет. На Хонде Впереди поехал. камера на разметку. Это нет. Не уверен. Турбованный движок, уже много ломалось, но едет, конечно, прекрасно. Мгм. Вы извините, я много выпил, поэтому мозг немножко подношу. Ничего. Могу помолчать, если надоело. Да Впереди нет, ты чё, дорожные говорите. Я в работы. целом по немцам, да, согласен. Вот, например, Пола. Ну, немец это самая крутая тачка. Пола, прям, конечно, у нее, да, динамика именно хороша. А вот именно, да, плавность, ну, какая-то, не то что плавность, а, как бы это сказать-то, ну, все-таки экономичность, мне кажется. Хотя нет, экономичность у Пола прекрасная экономика. Вот у меня Шкода. Шкода вообще прекрасная 1.8 экономика, турбо. да. Вот я езжу к родителям 330 километров. Заправляюсь полным бак у себя на Лукойле. И мне хватает туда-обратно. Но единственное, что я не рискую. То есть заправляю где-то... Камера на колонну, полос. чтобы Ограничение доехать и 60. не закончится бензин. А так, в принципе, по километражу прям туда-обратно хватает. Мгм. То есть 660 километров. Но она и едет по-другому вообще. Вот здесь товарищ попросил съездить в Тверь. Там нужно решить был один вопрос. Снег был, на лете все. Друзья все на лете, я на лете. Взяли каршеринг, поехали, в Белге. Контроль всех правил. Ограничение Вот, я вам 60. скажу, эта машина, Направлено в это спину. просто непредсказуемый вариант. То есть делаешь 27 градусов, тебе холодно. Делаешь 30, тебе холодно. Делаешь 26, у тебя вроде пошло тепло. Я так и не понял, как это в этом говне работает тепло. Ну, кстати, тут тоже, да, тут тоже поймать вот это вот. Тут даже на форумах все вот пишут об этом, как советуют выставить, чтобы, ну, более-менее перепад Нормально не было. чувствовался, да. Вот я ехал до Твери и обратно в куртке и шапке. Даже шапку ни разу не снял. Ага. У меня в Шкоде вот все просто. 22 и Ташкент. 21 нормально. 20. Впереди камера на разметку. Мгм. Не хочу себе никакого китайца. В собственность точно не хочу. Если работать туда, а в собственность точно не хочу. Мгм. А может быть, по Тимирязевской? Да.
там Как вам удобно? и светофоров там раз, два, там больше. Зато там парк, лес. Я там всегда езжу. Здесь посетил камера недавно на кабачок, полосе. вот этот, называется сварня. Не были когда на Тимирязевске? Или вообще не употребляете? Ну, где вот это, не знаю. А может, А не вот знаю. он справа. Я поэтому проезжаю. Камера на А. полосу. Ограничение 60. Так. Отлично. Направлено в спину. Прям советую. И еда, и выпивка, все хорошо. Вот он. Ага. Впереди камера на полосе. Контроль. Ограничение 60. Направлено в спину. Сколько вы работаете в такси уже? Да, полгода где-то. Семью обеспечиваете, все хватает? В целом хватает, да, но говорю, тут самое главное это вот дисциплина. То есть Камера надо на как-то полосе. мотивировать себя. Ограничение. Вот Я ради- больше всего 60. боялся, вот, допустим, если не получится куда-то устроиться, потому что я устраиваюсь уже с августа месяца. Думаю, тоже пойду в такси. Но меня больше всего бесило долбоеб пассажира. Ну, просто Камера на полосу. неадекватных очень Ограничение много, а я 60. Я не смог, наверное, терпеть. Да, тут специфика такая, то есть либо надо как-то выстраивать вот этот вот диалог с такими, ну, не знаю, Но там, иногда например, не хочется, согласитесь. да, Вот я тоже понимаю, что вы со мной не хотите общаться, а я вам надоедаю. нет, ну почему вы-то без, как говорится, без каких-то там претензий, а вот Вообще бывают, без да, них. пассажиры, которые там, с которыми сложно, ну, Особенно женщины, наверное, да? с детьми, это с вообще, Камера на если полосу. Впереди камера на полосе. Ограничение С 60. ребенком, Впереди камера это- на разметку. она уже изначально вся на нервах, потому что ребенок, потому что куда они там едут, опаздывают куда-нибудь, там в садик или в поликлинику, потом их никто не возит, то есть практически, ну, мало кто из сейчас таксистов Хотят сознательно пройти будет желать возить, ну, пассажиров с Через детьми. 600 метров Отказу, значит, держитесь масса правой полосы, от этого. а затем А поверните как от направо. проблем, как от, ну, Контроль всех правил. Ограничение с 60. экономической Впереди точки камера на зрения полосе. невыгодно, потому что их Впереди подождать камера на надо разметку. дольше, пока они выйдут, пока Согласен. посадить, потом где-то где сажать, а вдруг Не, ну, камера опять же, не какая-то. каждому нравится, когда ребенок орет в машине. Если орет, да. Вот. То есть много всяких проблем, и экономически это невыгодно. Согласен. И получается, кто возят, ну, Камера на мамаши с полосе. детьми, А затем Ограничение поверните мамаши 60. направо. уже накрученные, потому что их никто не везет. Слушайте, давайте я вам скину чаевые только по телефону. А, хорошо. У меня нет такого, чтобы оставить. И вы только не обижайтесь, ладно, что я вас теребил своими вопросами. Хочется, наверное, поговорить. Давайте номер телефона. 926 Сейчас, секундочку. 777 Секундочку. Я был трезвый, а я еще пьяный. 926 777. да, 777 11 Через 0,5. 200 метров держитесь левой Денис. полосы, а затем поверните налево. Все хватает. Сбер, да? Да, Сбер, удобно. Почти приехали. Пожалуйста, 300 не достаточно забывайте будет, вещи в салоне. Конечно, спасибо. Не обижайся, ладно? Прибухнул немножко. Скинул половину. Спасибо. Это тебе спасибо, когда видишь ничерку за рулем, прям реально радуешься. Я их прям ненавижу, прям терпеть не могу. Сейчас их потихонечку выживают из этой сферы. То есть вот эти все рейды, Мне
заточены прям на это, ну, вот ночью особенно, ГИБДДшники, МАДИшники. То есть... Брат, я вернулся с Сирии, брат. Откуда? Сирии. Эти пидоры режут наши славян. Прям Там, вообще, да, там вообще сейчас эти жестко. гондоны вырезают славян там, как, блядь, сука, ненавижу этих гондонов, тварей, мразей. Там не только славян, там и алавитов, и шиитов. Главных славян наших, когда мы там сдались, нахуй, там обещали им одно, ребята, людям, а эти твари вырезают их там, и ничем мы им помочь не можем. Да. Нет, был там... Брат вернулся, трясется весь. Сука, я их ненавижу, когда их вижу, этих тварей, блядь, в метро даже, блядь. А, кстати, да, и похоже, по идее, то есть... Так они и вырезают, да, блядь, и чучмеки эти ебаные, которые взорвали Крокус, блядь, которые там все эти да, таджики ебаные. там говорят, да, узбеков, таджиков, да, много. Узбеков меньше, таджиков больше. Таджики, да? К нам подходят, но пока на нас не рыпаются. Ну, это до поры до времени. Да, я думаю, до поры до времени, потому что... Ну, правда, там вот сегодня, говорят, какая-то провинция взбунтовалась, ее хотели вот эти новые власти... Остановка запрещена. Арестовать, там какая-то Направлена в лоб и спину. 8-й там дивизии, что-то такое. Вот, и она взбунтовалась, и сейчас к ней другие подтягиваются, то есть уже внутри. Уже бунт идет. Да, Поверните внутри налево, этого во двор. государства уже, ну... Вы приехали. Не, мне он прямо, и он там где-нибудь, кто в Газаре. Мне брат говорит, мы вылетали, когда нас истребители сопровождали. То есть уже опасно даже взлетать. Где? Вот, можно сюда за Газали? Вот, Газали впереди. Ага. За ней. Понял. Сейчас вот здесь за газелькой. Спасибо, дружище, большое. Пожалуйста. Хорошо отдохнуть. Ну, чуркам не верь никогда. Это самые пидоры, которые нас вырезают в серию уже. Всего хорошего. Да, взаимно. О, пакет и сигареты. Видишь, ваш клиент. Неслось. Чистый. Счастливо. Так, ну ладно, смотрите, первый заказ вроде бы нормальный получился. Ну, сойдет. Я в районе совка. 794 рубля. Блин, правда, за 30 минут, но 300 рублей чая. Соответственно, за 30 минут 1100. Ну, грязными. Значит, чистыми. Там Спасибо надо за глянуть, поездку. сколько получилось. Заказ будет оплачен Вот, картой. значит, Для завершаем улучшения мы качества обслуживания режим поставьте нам домой. оценку в приложении. Делаем следующую махинацию. Опять включаем гибкий. Вот. Так как я не могу самолетить, он наиболее выгодный получается. Значит, гибкий, 3 тарифа. Пока что посмотрим. Может быть, в какой-то момент я все-таки только оставлю комфорт тариф. Посмотрим. Пока нет, кстати, не могу переключиться только на безнал, жаль. Вот. Ну и что, значит, делаем круг. Делаем режим «Мой район». Делаем большой район, 7 километров. Вот. Кстати, это не факт, что именно 7 километров самый эффективный. Не факт. То есть я знаю, ребята катают круги и меньше. Например, некоторые внутри ТТК только катают. Возможно, это даже и лучше. Вот. Но я почему-то тут беру 7 км. Почему-то. Сохраняем. Поехали. Ну, что сказать. Значит, наверное, тут постоим мы. И вот приходит заказик. Комфорт. ТРЦ хорошо, Хорошовское шоссе. В целом, коротыш, 7 минут мне ехать. Ё-моё, там бустер был. Через 100 Что-то я метров поверните упустил. направо. Ну ладно, бустер по комфорту. Фиг с вами.
Вот. Едем на заказик. Так. Блин. Представляете, это мне с подачи не очень. 7 минут черт знает куда, а в итоге это коротыш. Причем у ТРЦ хорошо, с бустером. Поверните направо. Там камера, походу, висит, по-моему. Что-то я вот помню там. В общем, такой не очень. Контроль разметки. Ограничение 60. Контроль разметки. Ограничение 60. Красавица Москва. Все Камера на 60. такие Впереди здания. камера на полосе. Подсветка. Просто огонь. Что-то у меня камера расплывается. Не фокусируется. Но я пока сделать ничего не могу. Потому что, ну, грубо говоря, она берет поток с настройки по умолчанию. Вот. И такие, к сожалению, умолчания настройки не очень. То есть фокус Контроль сбивается. разметки. Ограничение Если 60. сделать ручные настройки, естественно, я эту фокусировку могу, ну, настроить так, чтобы она не будет сбиваться, будет нормальная фокусировка вдали. Вот. Но, к сожалению, Камера на 80. берет по умолчанию и вот такая шняга. Фокусируется, постоянно ищет автофокус, непонятно куда он там фокусируется, капельки на стекле, Через 600 метров держитесь всякая левее. фигня. Контроль разметки. Ограничение 80. Направлено в спину. Держитесь левее. Через 300 метров держитесь правых полос, а затем съезд. Поверните направо. Контроль разметки. Ограничение 80. Направлено в спину. Съезд. Поверните направо. Впереди камера на полосу. Так, нам в итоге в этот дом. Ага, это нам, да, я приблизительно понял, как нам ехать. А едем мы с ТРЦ хорошо. ТРЦ хорошо. Где там? Сейчас на светофоре какой-нибудь посмотрим Контроль всех точную правил. точку. Ограничение 60. Где пассажир поставил. Контроль всех правил. Ограничение 60. Впереди камера на разметку. Через 300 метров держитесь средней Камера на полосы. полосу. Ограничение 60. Направлено в спину. Так, Впереди камера контроля включаем перекрестка. слой правильный. Держитесь Правильный слой у средних нас полос. парковочки. Зачем его включаю, я рассказывал. На этом слое меньше надо спорить с пассажиром, можно или нельзя там высаживать. О, блин, вот так и знал. То есть здесь высадка, и там камера висит. Блин.
Маршрут перестроен. Камера на 60. Он спереди красивый, да, ЖК? Так, камера на что? Сюда посмотрим. Камера контроля скорости и полосы. Ну, знаете, Через 300 метров держитесь левой полосы, а затем поверните налево. Поверните налево. Будьте внимательны. Здесь ограничение по времени остановки. опа. Вот так, ребята, с этими детьми. Подставы сплошные. Камеры. Значит, высади, посади. Оры. Вытащи, закрепи сиденья. То есть с детьми проблемы сплошные. Как вы думаете? Как вы думаете, пишите в чат. Катаете ли вы детей? Если да, почему? Нафига? Если нет, ну молодцы, можно пожать вам руку. Через 300 метров развернитесь. До конца маршрута осталось 100 метров. Впереди камера на полосу. Здравствуйте. А для кого бустер? У вас там бустер. Чуть сильнее, пожалуйста. Мам, бустер или Добро пожаловать. Не забудьте пристегнуть Конечно, ремни бустер. безопасности. Даже на заднем сиденье. Поездка по Он еще с Яндекс.Картам майк-резинкой займет всегда. 6 И в очках. минут. А бустер это на чем если... Поверните направо. Я забыл.
на полосу. Ограничение 60. Направлено в спину. Я с ней всегда в школе ношусь. Прям в школе? Зачем? Прям в школе, прям на уроках сижу с ней. У нас одноклассник есть такой же. А дочки еще ни разу не отвалились? Одна уже недавно отвалилась. Сегодня, то есть. Я ее обратно прикрепила. А так вроде Хочешь назад? Впереди камера на разметку. Если с этой детской анимацией даже сделали, я хочу с этим делать тень, вот там типа сначала идет чудик, а потом на одном моменте, где начинается вылезает машина и Через 300 метров держитесь левой полосы, а затем поверните налево. Сколько есть самокат? Поверните налево. Какой самый смешной? Самый веселый. Мам, все, не снимай. Какой? Ну да, начали все по залу. интересно, кто же это начал? А что? Ты слышала рэпы какие-то? Да, Тимур, это красиво. А ты в курсе, что я один такой издал? А я думала, Это только я играл. это ужас. А ты что подумала? Я подумала, что все такие мальчишки дурачки. Нет, это я один там Ну рыдал. не надо так делать, зачем? Уже это все. Нет, друг,